Почему мы иногда чувствуем человека раньше, чем понимаем его слова? Он еще ничего не сказал, но рядом с ним уже становится тяжело. Или наоборот, человек входит в пространство, и рядом с ним тело словно выдыхает. Мы называем это по-разному. Атмосфера, энергия, поле, настроение, химия между людьми. В старом языке для этого было еще одно слово — флюиды. Слово, знакомое почти всем, но объяснить его точно сложно. И именно поэтому оно интересно. В нем спрятана попытка описать процесс, который современная наука сегодня разбирает по частям. Через запах, химию тела, нейропсихологию обоняния, невербальную коммуникацию, физиологическую синхронизацию и восприимчивость нервной системы. С научной точки зрения, слово «флюиды» сегодня не является строгим термином. Но его можно очень точно перевести через несколько современных областей. Хемосигналы, запахи тела, летучие органические соединения, эмоциональное заражение, невербальную коммуникацию, нейропсихологию запаха, психофизиологическое считывание состояния. То есть мы говорим не о том, что современная наука буквально подтверждает старый термин «флюиды», а о том, что древний язык мог описывать процесс, к которому наука сегодня подходит своими инструментами. Как внутреннее состояние выходит наружу и начинает влиять на другого человека. У Шмакова есть ключевая фраза: «Флюидическое состояние энергии наилучшим образом определяется самим его определением, что оно есть состояние энергии во время ее истечения». Это очень точная формула. Флюидическое состояние — это не энергия как запас и не энергия как уже совершенное действие. Это момент перехода. Внутренний заряд начинает выходить наружу. Сначала не обязательно поступком, сначала тонусом, дыханием, взглядом, запахом, напряжением тела, скоростью речи, паузой, ритмом, атмосферой. Если предыдущий ролик был о том, что поле держит, то здесь следующий шаг. Флюидическое состояние передает. И здесь важно понять, что истечение современным языком можно описать не как туманное излучение, а как цепочку процессов. Контекст считывается нервной системой. Нервная система меняет биоэлектрический режим тела. Этот режим запускает вегетативные, эндокринные и химические реакции. Меняется дыхание, кожа, потоотделение, запах, голос, мышечный тонус, микромимика, темп движений. И состояние начинает выходить наружу. То есть контекст становится инструкцией для тела. Сначала его считывает нервная система. Затем меняется биоэлектрический режим организма. Ритм сердца, дыхание, мышечный тонус, уровень внутренней готовности. После этого включается химия тела. Гормоны, потоотделение, запах кожи, состав дыхания, микродвижения, голос и мимика. Все это выходит в поле контакта, а другой человек считывает этот комплекс сигналов своей нервной системой и может изменить собственное состояние еще до того, как осознал причину. У Шмакова эта логика появляется еще в одном сильном определении. Под силой или объективным динамическим состоянием энергии я понимаю состояние, при котором эта энергия при встрече с соответствующей воспринимающей пассивностью оказывает на нее некоторое давление, понимаемое в самом широком смысле слова. В этой цитате важны два слова — встреча и воспринимающая пассивность. Сила проявляется не просто потому, что она есть. Она проявляется при встрече с тем, что может ее воспринять. В психологическом переводе это звучит так: чужое состояние действует не на всех одинаково. Оно действует там, где находит воспринимающий контур. Это очень близко к принципу «подобное откликается на подобное». Один и тот же резкий тон для одного человека — просто резкий тон, а для другого — мгновенный запуск старого контура — сжаться, оправдываться, замолчать, потерять опору, начать защищаться. Почему? Потому что сигнал нашел внутри уже знакомую форму. Нервная система узнала конфигурацию — тон, запах, ритм, мимику, напряжение, контекст. И если внутри есть похожий контур, чужое состояние цепляет его быстрее логики. Современная химия дает здесь один из самых конкретных мостов. Ближайший научный язык к теме флюидов — это летучие органические соединения, VOC.
Человеческое тело постоянно выделяет такие молекулы через дыхание, кожу, пот и другие биологические среды. Общий профиль этих веществ называют Human Volatilum. В исследовании Scientific Reports 2024 изучали, как психологический стресс меняет выделение летучих органических соединений кожи человека. То есть тело действительно выходит наружу химически. Мы не закрытая система. Мы дышим, потеем, выделяем молекулы, меняем запах в зависимости от состояния, обмена веществ, микробиома кожи, гормонального фона, стресса и среды. Это можно сказать очень просто. Тело прописывает свое состояние в среде. Не только в воздухе, а именно в среде контакта. Потому что состояние выходит не одним каналом. Оно выходит как комплекс. Химия тела, дыхание, голос, поза, ритм, напряжение, взгляд, паузы, микродвижения. Другой человек считывает не отдельную молекулу, а всю конфигурацию. Запах здесь один из самых древних каналов. Он связан не только с тем, чем пахнет. Обоняние быстро включается в память, эмоцию, оценку безопасности, узнавание своего и чужого. В Nature 2024 исследовали отдельные нейроны человеческого мозга при обработке запахов и показали, что запахи представлены в пириформ кортекс, амигдала, энтерайнал кортекс и хиппокампус. Пириформ кортекс связан с химической идентичностью запаха, амигдала с эмоциональной валентностью, хиппокампус с распознаванием и памятью. Поэтому запах — это не сухая информация, это быстрый вход в память, эмоцию и телесную оценку ситуации. Именно поэтому запахи трудно описывать словами. Мы говорим «кислый», «сладкий», «гнилой», как дождь, как кожа, как больница, как детство, как дом. Мы почти всегда описываем запах через образ, объект или состояние. Потому что обоняние не просто сообщает в воздухе молекулы, оно сразу соединяет эти молекулы с памятью, телом, валентностью и переживанием. Запах — это один из каналов, через который состояние другого человека может войти в нас до слов. Отдельная область исследований — Emotional Chemosignals — эмоциональные хемосигналы. Это химические сигналы тела, связанные с эмоциональным состоянием. Исследования показывают, что запахи тела людей в определенных эмоциональных состояниях могут влиять на восприятие и реакции других людей. Свежая работа 2025 года показала, что хемосигналы тревоги могут повышать чувствительность к запахам у другого человека. В составе тревожного и нейтрального пота были обнаружены различия по отдельным летучим компонентам. Это очень важный момент. Чужое состояние может входить не как мысль, а как настройка сенсорной готовности. Здесь часто вспоминают слово «феромоны». В животном мире феромоны — реальная система химической коммуникации. У людей же вопрос сложнее. Нет надежно доказанного универсального человеческого феромона, который предсказуемо запускает одно конкретное поведение у всех людей. Точнее говорить не феромоны, а хемосигналы — запахи тела, летучие соединения, контекст и восприимчивость нервной системы. Теперь важный вопрос. Есть ли у флюидов электромагнитная природа? Человек действительно биоэлектрическая система. Сердце, мозг, мышцы и нервы работают через электрические процессы. Магнитокардиография измеряет магнитные поля, возникающие из электрической активности сердца, а магнитоэнцефалография измеряет слабые магнитные поля, создаваемые активностью мозга. Современные обзоры MCG и MEG описывают эти методы как способы регистрировать магнитные поля, порожденные работой сердца и мозга. Но здесь важно не упростить. Электромагнитная активность тела — это прежде всего внутренний организующий слой. Она собирает режим тела, ритм сердца, активность нервной системы, мышечный тонус, дыхание, готовность к действию или защите. А наружу этот режим чаще всего становится доступен через то, что другой человек реально считывает: голос, дыхание, запах, позу, микродвижения, взгляд, паузы, скорость реакции. Поэтому сильная формула такая: электричество собирает состояние внутри тела, химия и микросигналы выносят его наружу. Нервная система другого человека считывает это как поле. И здесь снова неожиданно близко звучит Шмаков. Он пишет:
Всякое магнитное поле способно передавать электрическую энергию. Без наличия поля передача на расстоянии электрической энергии невозможна. Для физики это его язык и его эпоха. Для нашей темы это можно читать как модель. Передача состояния требует среды, поля, канала. Ничто не передается в абсолютной пустоте. Между людьми всегда есть поле контакта, пространство, запах, звук, взгляд, память, ожидание, контекст, роль, история отношений. В этом поле состояние получает траекторию. Дальше Шмаков говорит о силовой линии, как о траектории движения. Отдельная силовая линия магнитного поля представляет собой геометрическое место точек или траекторию движения абсолютной единицы массы, подверженной действию сил поля. В современном психологическом переводе это очень интересно. Состояние не просто «есть», оно задает траекторию. Если человек входит в поле раздражения, тревоги или контроля, его внимание начинает двигаться определенным образом. Он начинает искать опасность, ждать нападения, защищаться, ускоряться, сжиматься, оправдываться. Поле задает не только чувства, но и направление реакции. Шмаков также вводит понятие минимальной единицы передаваемой энергии. Энергетический атом есть минимальное количество энергии, которое может эманировать вовне данный индуктор и которое находится в устойчивом, замкнутом и самообуславливающем состоянии и имеет определенную длину волны, определенную амплитуду колебания и определенный период пульсации. Это можно перевести на язык современных процессов очень аккуратно. Большое состояние часто передается не одним мощным событием, а серией малых импульсов. Один взгляд, одна пауза, один резкий тон, один запах, один сбой дыхания, один микрожест, один повторяющийся сигнал. По отдельности они малы. Вместе они формируют поле. И это очень важно для психики. Состояние собирается микросигналами. Старый режим человека часто включается не от одной фразы, а от конфигурации. Голос похож, запах похож, пауза похожа, взгляд похож, контекст похож, тон похож. Нервная система распознает не отдельную деталь, а узор. Поэтому подобное к подобному здесь звучит не как абстрактная философия, а как логика распознавания. Система откликается на то, что похоже на уже известный ей контур. Теперь можно четко развести запахи и флюиды. Запах — это конкретный канал. Есть молекулы. Они попадают в нос, активируют обонятельные рецепторы. Мозг распознает знакомо, странно, приятно, опасно, телесно важно. Запах имеет химическую основу. Флюиды шире. Это весь момент, когда состояние человека становится внешним влиянием. Запах тела, дыхание, тон голоса, микромимика, напряжение мышц, темп движений, паузы, взгляд, атмосфера контакта, поле ожидания, эмоциональный заряд. Запах — один канал. Флюиды — процесс передачи состояния. Общее у запахов и флюидов очень сильное. Оба действуют до слов. Человек еще не объяснил, что с ним происходит, а тело другого уже что-то считало. Общее здесь — невидимость, телесность, быстрота, связь с памятью, связь с эмоциями, зависимость от контекста, работа через восприимчивость другого человека и слабая вербализация. Мы часто чувствуем, но плохо объясняем. Именно поэтому люди говорят: «Я не знаю почему, но рядом с ним мне тяжело». От нее спокойно. Между ними какие-то флюиды. Пример. Человек входит в комнату раздраженным. Он еще ничего не сказал, но тело уже передает состояние. Дыхание короткое, челюсть напряжена, движения резкие, голос готов сорваться, взгляд фиксированный, запах тела может быть другим, ритм пространства меняется. И кто-то рядом сразу напрягается, кто-то замолкает, кто-то начинает оправдываться, кто-то раздражается в ответ. Слова еще не прозвучали, но поле уже изменилось. Состояние вышло наружу и нашло в других людях контуры, способные откликнуться. В этом смысле флюиды — не отдельная таинственная субстанция, которую нужно искать как один химический элемент или одну электромагнитную волну. Это процесс. Процесс, в котором внутренний режим тела выходит наружу через химию, дыхание, запах, голос, ритм,
позу, мимику, микродвижения и становится частью поля контакта. Это называется энергией во время истечения. У современной науки это множество каналов передачи состояния. Химические, телесные, поведенческие, эмоциональные, нейрофизиологические. Это момент, когда состояние получает канал выхода, входит в поле другого человека и находит в нем воспринимающий контур. Сначала контекст считывается нервной системой. Затем меняется биоэлектрический режим тела. Дыхание, сердечный ритм, мышечный тонус, внутренняя готовность к действию или защите. Этот режим запускает химию тела, гормоны, запах кожи, состав дыхания, потоотделение. Все это проявляется через голос, микромимику, позу, ритм движений и другие микросигналы. Затем эти сигналы входят в поле контакта, встречают воспринимающий контур другого человека и могут изменить его состояние еще до слов. Практический вывод здесь не в том, чтобы начать подозревать каждое чужое настроение. Практический вывод — научиться различать свое состояние и подхваченное. Когда после общения тебя резко накрыло, вопрос не только «что мне сказали?», точнее спросить, какое состояние вошло в поле, что мое тело считало раньше слов. Это моя эмоция или я подхватил чужой тонус? Где в теле это уже стало моим? Какой мой контур на это откликнулся? И финальная мысль. Флюиды — это древнее слово для сложного процесса, в котором внутренний режим тела становится внешним влиянием. Контекст становится инструкцией для нервной системы. Нервная система меняет тело. Тело прописывает состояние в среде, а другой человек считывает это состояние через свой собственный контур. Именно поэтому мы иногда чувствуем человека раньше, чем понимаем его слова. Именно поэтому рядом с одним человеком становится легче, а рядом с другим тело заранее собирается защищаться. Не потому, что все объясняется одним запахом, одной молекулой или одним полем, а потому что состояние стало влиянием.